Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Я снова к вам с любимой всеми рубрикой, посвященной заготовке полуфабрикатов. Данные заготовки рассчитаны примерно на 1 месяц. Если вы никогда не пробовали делать такие заготовки, то я вам очень рекомендую. Вы колоссально сэкономите время на кухне в течение всего последующего месяца. Если вы еще не подписаны на мой канал, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и начнем мы с пельменей. В глубокую миску просеиваем муку, всыпаем соль, перемешиваем, делаем лунку посередине. Туда вливаем яйца и воду и замешиваем тугое эластичное тесто. Тесто отставляем отдохнуть на полчаса, а пока займемся начинкой. В мясной фарш всыпаем измельченный лук, соль, перец, паприку, кориандр, вливаем воду и хорошенько перемешиваем. От теста отделяем небольшой кусок в зависимости от рабочей поверхности и раскатываем в тонкий пласт. Специальным резаком или стаканом тесто нарезаем на кружочки. На каждый кружок выкладываем начинку и формуем пельмени в виде шляпок. Пельмени отправляем на заморозку и беремся за следующий рецепт. Тесто раскатываем в тонкий пласт. Вырезаем кружочки, выкладываем начинку и лепим курзе, как показано на видео. Заготовки перекладываем на подложку и отправляем на заморозку. Оставшееся тесто раскатываем в тонкий пласт. Полученный пласт теста нарезаем на небольшие квадратики и, защипывая уголки, формуем хинкал в виде ракушек. Эти изделия можно отварить и подать с мясом и томатным или сметанно-чесночным соусом. Также можно добавлять супы. Заготовки отправляем на заморозку. Далее в глубокую миску просеиваем муку, в муку всыпаем соль, перемешиваем, делаем лунку посередине и всыпаем сухие дрожжи. Вливаем теплую воду, добавляем 1 куриное яйцо, перемешиваем и замешиваем тесто. В процессе замеса в тесто вливаем растительное масло и месим мягкое эластичное дрожжевое тесто. Тесто отправляем на расстойку в теплое место примерно на 1,5 часа. Тесто подошло. Теперь его делим на небольшие части и каждую часть раскатываем и переносим на небольшую подложку.
Пласт теста смазываем соусом, у меня смесь сметаны с кетчупом. Выкладываем мясную начинку и распределяем по поверхности. Поверх мяса выкладываем нарезанные пластинками грибы-шампиньоны, тонко нарезанные помидоры и нарезанный соломкой перец. Сыром я буду посыпать в процессе запекания. Перед приготовлением мини-пиццы следует разморозить. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут. За 5 минут до готовности посыпаем сыром. Заготовки отправляем на заморозку и возьмемся за следующий рецепт. В разогретую с растительным маслом сковородку отправляем мясной фарш и немного обжариваем. Всыпаем измельченный лук, мелко нарезанный болгарский перец, перемешиваем и добавляем мелко нарезанные помидоры без кожицы. Перемешиваем и тушим под крышкой 10 минут. По истечении времени начинку солим, перчим и добавляем другие любимые специи. Дрожжевое тесто раскатываем в большой пласт и вырезаем большие кругляшки. На каждый кругляшок теста выкладываем начинку, защипываем края, придаем форму лепестка и выкладываем в форму для запекания. Таким способом формируем все заготовки и выкладываем в форме цветка. Края пирога я украсила шариками из дрожжевого теста. Оставляем на расстойку примерно на 15 минут, после чего отправляем на заморозку. Для приготовления следует разморозить, смазать взболтанным яйцом и выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке примерно 40 минут. От предыдущего рецепта у меня осталось немного начинки. В него добавляем натертый на терке сыр, перемешиваем и начинка готова. Дрожжевое тесто раскатываем в пласт и вырезаем кругляшки. На каждый кругляшок выкладываем начинку и, защипывая края в форме косички, лепим пирожки. Заготовки перекладываем на подложку и отправляем на заморозку. Перед приготовлением пирожки следует разморозить. Оставшееся дрожжевое тесто раскатываем в круглый пласт. Смазываем растительным маслом. Посыпаем ореховой травой или кориандром и закручиваем в рулет. Полученный рулет нарезаем на небольшие кусочки. Заготовки отправляем на заморозку. Для приготовления слоеный хинкал нужно будет разморозить и приготовить в мантоварке, либо в сковородке, выложив поверх мяса с картошкой. Ну и приступим к следующему рецепту. В мясной фарш всыпаем мелко нарезанный лук, всыпаем соль,
перец, кориандр, сушеный чеснок. Вливаем воду и перемешиваем. Цветные перцы нарезаем на две части, очищаем от семян и заполняем мясной начинкой. У меня перцы красного и желтого цвета. Шампиньоны моем, обсушиваем, удаляем ножку, а шляпки заполняем начинкой. Овощи с грибами отправляем на заморозку. Для приготовления фаршированные овощи с грибами отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и за 5 минут до приготовления посыпаем натертым сыром. Для следующего рецепта средними кусочками нарезаем болгарский перец, баклажаны, грибы-шампиньоны и помидоры. В нарезанные овощи с грибами всыпаем соль, перец, кориандр, паприку, вливаем растительное масло и перемешиваем. Овощи с грибами выкладываем в формочки для запекания. От предыдущего рецепта у меня осталась мясная начинка. Из фарша формируем фрикадельки и выкладываем поверх овощей с грибами. И отправляем на заморозку. Наши приготовления на сегодня подошли к концу. На все у меня ушло 10 часов. Это с учетом того, что съемки увеличивают время в 2 раза. Домашние заготовки гораздо полезнее магазинных полуфабрикатов или колбасных изделий, продающихся в супермаркетах. Вы знаете, из чего приготовлены ваши заготовки и уверены в их качестве. Надеюсь, мое видео оказалось для вас полезным. Спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч!